Правда хороша старина? Вы ведь ее уже видели? Сделано по спецзаказу. Мощнейший движок. Первое десятилетие 20 века. Это, возможно, самый интересный и необычный период американского автомобилестроения, когда компании по производству транспорта создавались десятками, а креативные инженерные умы с легкостью превращали свои идеи и мечты в реальность. Выпуская инновационные машины и мотоциклы для любой категории населения, новые мировые корпорации рождались чуть ли не за одну ночь, чтобы навсегда исчезнуть в пучине Великой депрессии в ближайшее десятилетие. Одним из таких автопроизводителей был Дюзенберг, выпускавший автомобили не просто намного опередившие свое время, но до сих пор называемые многими экспертами величайшими американскими автомобилями всех времен. Братья Фред и Август Дюзенберги, немцы по происхождению, прибыли в Соединенные Штаты в 1885 году и уже в 1890-м организовали производство гоночных мотоциклов с двигателями собственной разработки. Братья были мечтателями-самоучками, не имевшими специального инженерного образования, определявшего, что должно быть сделано, вместо того, что можно сделать. И, возможно, именно поэтому братья Дюзенберги в какой-то момент начали создавать удивительные четырехколесные машины. Удивительные как по дизайну, так и по конструкции машины, которым не было равных, которых не видывала не только американская, но и вся мировая автоиндустрия. Однако прежде чем это случилось, Дюзенберги уже сумели заработать себе имя, создавая двигатели для аэропланов и кораблей. В то время это был наиболее очевидный способ заработка, ведь в самом начале 20 века автомобили все еще были диковинными самодвижущимися повозками, и не более того. Но мир стремительно менялся с каждым годом. Количество поклонников нового вида четырехколесного транспорта росло устрашающими темпами, и Дюзенберги не могли оставаться в стороне. Первый самостоятельный авто производства братьев Дюзенберг не носил их имя, поскольку компания Дюзенбергов, основанная при финансовой поддержке адвоката из Айовы Эдварда Мейсона, называлась Mason Motor Company. Автомобиль, выпущенный в 1906 году, носил имя Mason Touring и приводился в движение 3,2-литровым двухцилиндровым двигателем, развивающим 24 лошадиных силы. Невиданная мощь по тем временам. Чтобы продемонстрировать эту мощь, а заодно и надежность подвески, Фред заехал на своем туринге на лестницу Капитолия штата Айова в городе Де-Мойн, состоящую из 47 ступенек, и без проблем съехал обратно. Демонстрация произвела эффект на публику, и в течение 1906 года братья сумели построить и продать около 25 таких автомобилей. Машины производства Mason Motor прекрасно зарекомендовали себя в автоспорте того времени и позволили братьям накопить необходимый опыт для создания еще более серьезных машин, выпускавшихся уже под маркой Дюзенберг. Ну а Duesenberg Motor Company была основана в июне 1913 года в городе Сент-Пол, штат Миннесота. На начальном этапе в портфолио компании входил широкий набор силовых агрегатов для использования на морском и воздушном транспорте, а также двигателей для гоночных автомобилей. В 1916-м компания получает государственные заказы на производство 12 и 16-цилиндровых V-образных моторов для самолетов и кораблей. А на новом заводе Дюзенберг в Нью-Джерси работают уже 1200 человек.
Именно в этот период братья разрабатывают первый прототип своего знаменитого рядного 8-цилиндрового двигателя Straight 8 с одним верхним распредвалом. А производство автомобилей становится основной сферой деятельности Duesenberg Motor Company. Вскоре братья продают свою долю завода в Нью-Джерси и закладывают новую фабрику в Индианаполисе, расположенную в нескольких километрах от гоночной трассы Индианаполис Спидуэй. Компания Duesenberg разделяется на две части. Подразделение Duesenberg Brothers занимается производством гоночных машин, а Duesenberg Automobiles and Motors начинает выпуск роскошных пассажирских авто, первым из которых в 1921 году стал Duesenberg Straight 8, впоследствии переименованный в Model A. Он оснащался рядной восьмеркой за 3 года до того, как подобный по конструкции двигатель представила компания Packard. А инновационные гидравлические тормоза на всех колесах на модели A дебютировали на 4 года раньше крайслеровских и стали первыми в американской автоиндустрии. 4,3-литровый, 88-сильный рядный 8-цилиндровый двигатель с одним верхним распределительным валом и 2 клапанами на цилиндр стал прямым преемником длинной череды гоночных моторов Duesenberg, машины с которыми завоевали не одну награду на трассе Индианаполис. Автомобиль выпускался со стандартной в 340 см и удлиненной до 358 см колесной базой и мог разогнаться до скорости в 137 км в час. При этом машина отличалась высочайшим качеством сборки, но с точки зрения кузовного дизайна она все-таки не представляла собой ничего особенного, сочетая в себе максимум технологических инноваций и относительно непримечательный дизайн. Модель A стала почти абсолютным провалом с финансовой точки зрения. Будучи выдающимися инженерами, братья Дюзенберги не имели достаточного маркетингового опыта и не смогли найти подходящую аудиторию для своего продукта, цена на который просто зашкаливала. Каждая из моделей A была инженерным шедевром, но желающих стать ее обладателем было крайне мало. В планы Дюзенбергов входило производство 100 автомобилей в месяц, но по факту они сумели построить всего 650 машин за целый год. Уже в 24-м компания обанкротилась и перешла под внешнее управление, но все-таки сумела остаться на плаву, получив в 25-м году свое оригинальное название Duesenberg Motor Company. Можно сказать, что от полного исчезновения компанию Duesenberg спасла ее завидная репутация, наработанная в автоспорте. Репутация – это все, что оставалось на тот момент у братьев Duesenberg, и именно их репутация обратила на себя внимание крупного американского бизнесмена Эррота Лобана Корда, увидевшего в машинах братьев огромный потенциал. Корд стал владельцем Duesenberg Motor Company в октябре 26 года. Братьям был дан второй шанс. В их распоряжении оказались деньги и опытные специалисты по продажам, и Дюзенберги принялись реализовывать простой по сути план Корда, желавшего производить самые быстрые, самые качественные, самые роскошные автомобили в мире. Незадолго до выхода на сцену Корда братья Дюзенберги представили свой второй серийный автомобиль под названием Model X. По сути, это был серьезно модифицированный вариант модели A с удлинившимся шасси и доработанным двигателем, развивавшим уже 100 лошадиных сил. Но Корду нужно было нечто большее, гораздо большее. И построив всего 13 экземпляров Model X, братья сосредоточили усилия на разработке новой модели, которая должна была по всем параметрам превзойти европейские автомобили роскошного класса. Например, такие как Rolls-Royce или Испано Сюиза. В истории компании открылась новая глава, в ходе которой и был рожден тот самый автомобиль, который в одночасье поставил Дюзенберг на вершину автомобильной индустрии Америки.
В декабре 28 года, менее чем за год до пришествия Великой депрессии, состоялась презентация Duesenberg Model J, самого высокотехнологичного и, возможно, самого красивого довоенного автомобиля США, о котором современные коллекционеры говорят так: «Вы никогда не заплатите слишком большую сумму за Duesenberg. Вы просто заплатите ее слишком рано». Каждый внешний элемент этого огромного автомобиля длиной гораздо больше 5 метров, каждая деталь его кузова выглядела так, словно над ней поработал сам Микеланджело. А массивный 7-литровый рядный двигатель, выкрашенный в зеленый цвет, был задекорирован в алюминий, нержавеющую сталь и хром столь искусно, что у каждого его увидевшего челюсть отпадала едва ли не в буквальном смысле. Ну а если одного дизайна было мало, чтобы напрочь вынести мозг, в дело вступали цифры. Заявленная мощность атмосферной версии рядной восьмерки, которую по дизайну Фреда для Duesenberg собирали на мощностях известной фирмы Lycoming Engines, составляла 265 лошадиных сил. Это было в 2 раза больше, чем у самого мощного Крайслера тех лет, и на 80 лошадиных сил больше, чем у кадиллаковского мотора V16 объемом 7,4 литра. Правда, историки до сих пор спорят о том, соответствовала ли заявленная мощность реальной, и некоторые уверены, что настоящая цифра была ближе к 200 лошадей или же к 2,5. Так или иначе, но Model J могла разгоняться до максимальной скорости в 192 км в час, чего не могла сделать ни одна другая американская дорожная машина того времени. Главной особенностью двигателя Duesenberg были 2 верхних распределительных вала, подсоединенные с помощью мощной цепи уже не к 2, а к 4 клапанам на цилиндр, что делало мотор 32-клапанным. Учитывая характеристики и высочайшее качество сборки, цена Model J была неприлично высока. Если полностью готовая Model A, с которых Duesenberg начинали, оценивались в $6500 за штуку, то одно лишь шасси Model J стоило 8500. А кузова, собиравшиеся отдельно под каждого клиента, могли поднять цену машин до 13 или даже до 19 тысяч долларов. При этом известно, что 2 машины в США были проданы за 25 тысяч, а цена нескольких экземпляров, реализованных в Европе, превысила и эту цифру. Мощные, быстрые и невероятно роскошные Duesenberg быстро превратились в одну из самых популярных автомобильных марок у богатой американской и европейской элиты, куда входили не только разного рода знаменитости, владельцы корпораций или члены королевских семей, но и известные гангстеры, включая Аль Капоне. Рекламные слоганы того периода соответствовали статусу бренда. Один из них гласил: «Единственный автомобиль, который может обогнать Duesenberg, это другой Duesenberg, но только с согласия владельца первого». Чтобы эти слова полностью соответствовали действительности, компания начала строить еще более мощные варианты модели J. Так, в мае 1932 года дебютировала версия Model S J, двигатель которой располагал мощностью в 320 лошадиных сил благодаря присутствию компрессорного нагнетателя. Максимальная скорость таких машин достигала 217 км в час. Первую сотню автомобиль делал примерно за 8,5 секунд, а на разгон до 160 Duesenberg массой от 2 до 2,5 тонн требовалось 17 секунд. И это в то время, когда большинство современных эпохи автомобилей вообще не могли разгоняться до 160. В июле 1932 года Фред Duesenberg скончался в результате травмы, полученной во время испытаний кабриолета SJ. Его брат Август стал президентом компании, и уже под руководством Августа были построены 2 наиболее мощных Duesenberg в истории, известных под именем Model S SJ.
Эти машины имели сверхкороткую колесную базу в 306 сантиметров, а двигатель с компрессором и двойным карбюратором развивал 400 лошадиных сил. Скорость разгона до сотни не превышала 8 секунд, а максимальная скорость достигала 250 км в час. Но все хорошее когда-нибудь кончается. Финансовая империя Корда, в которой состоял Дюзенберг, не смогла противостоять Великой депрессии и рухнула в 1937 году, вскоре после чего производство Дюзенбергов остановилось. Известно, что между 1937 и 1940 годами из оставшихся запасных частей было собрано еще 2 экземпляра модели J, а затем Август Дюзенберг переключился на производство двигателей для военного кораблестроения. Еще некоторое время Корд пытался спасти компанию, организовав выпуск дешевых Дюзенбергов с ценой в $300-400 за штуку, но все было напрасно. Компания Дюзенберг просуществовала четверть века и за это время успела построить, согласно имеющимся данным, 1131 автомобиль, 650 из которых были моделями A, остальные моделями J в различных версиях. Во время Второй мировой войны о марке забыли. Но уже к концу 50-х интерес к винтажным авто в среде коллекционеров резко возрос. Если в 50-м за Дюзи в приличном состоянии просили всего $500, то к 60-му цены на такие автомобили подскочили до 50 тысяч. В 74-м аукционная стоимость модели J достигла $205 тысяч, и уже в 85-м цены впервые перевалили за $1 миллион. Сегодня Дюзенберги стали самой желанной добычей для серьезных коллекционеров винтажных авто. Цены самых дорогих моделей достигают $10 миллионов, а на момент создания этого видео на аукционе RM Sotheby's экземпляр Model J 32 года оценивался в $1 800 000. То, что вы сейчас видите на экране, это мифический полуночный призрак Дюзенберг Симоне Купе Midnight Ghost, построенный для французского парфюмерного магната Ги де ля Руша специалистами кузовного ателье Эммет Арманд в 1939 году. Когда де ля Руш впервые увидел готовую машину, ему категорически не понравилась ее зловещая цветовая схема, и специалисты Эммет перекрасили ее в фиолетовый перламутр. Ведь заказчик покупал машину не для себя, а для своей возлюбленной по имени Симона. Согласно легенде, мадемуазель Симона так и не получила свой подарок. Началась Вторая мировая война, и полуночный призрак навсегда потерялся в оккупированной Европе. По одной из версий, машина до сих пор пылится в укромном месте и ждет, чтобы ее нашли. По другой, она была уничтожена во время боевых действий. В любом случае, Дюзенберг Купе Симоне Midnight Ghost является шедевром автодизайна своего времени и одним из самых загадочных автомобилей 20 века. Напоследок, нельзя не рассказать о попытках возрождения марки Дюзенберг, коих за минувшее десятилетие было несколько. Последняя была предпринята в 2011 году, когда в Висконсине была зарегистрирована компания под названием Duesenberg Motors Incorporated, намеревавшиеся выпускать реплики оригинальных Дюзи и даже новые модели, включая электрические версии. Дальше громких заявлений дело так и не зашло. Из-за отсутствия финансирования проект очень скоро накрылся медным тазом. Но самая интересная попытка возрождения компании была предпринята еще в 1964-м сыном Августа Дюзенберга Фредом Фрицем. Воспользовавшись финансовой поддержкой богатого техасского землевладельца по фамилии МакМэнис, Фред Фриц привлек к проекту самого Вирджила Экснера, знаменитого крайслеровского дизайнера, на тот момент оставшегося без работы. Так родилась компания Duesenberg Corporation со штаб-квартирой в Индианаполисе и ее первое детище – прототип Duesenberg Model D, продемонстрированный публике в 1966 году. Машина задумывалась как супер роскошный седан с колесной базой в 335 сантиметров, алюминиевым двигателем V8 мощностью около 300 лошадиных сил и предполагаемой ценой аж в $10 000. Планы Фрица были весьма амбициозны. Он рассчитывал производить от 200 до 1000 экземпляров модели D в год на протяжении минимум 10 лет. В основу реального прототипа легло шасси Chrysler с двигателем на 440 кубических дюймов или 7,2 литра мощностью в 350 лошадиных сил.
Колесная база модели составила 348 сантиметров, общая длина кузова 6 метров 22 сантиметра. Расчетная цена, однако, сильно превысила изначально запланированную и достигла 19 500 долларов. За эти деньги потенциальный покупатель мог получить автомобиль с уникальным дизайном, автоматической трансмиссией, автоматическим климат-контролем, хромированными спецованными колесами, торсионной передней подвеской и полным электропакетом. Но дальше производства единственного прототипа новообразованная корпорация Duesenberg продвинуться так и не смогла. Деньги, выделенные Макмэнисом, закончились быстро, а нового инвестора найти так и не удалось. Сын Августа Дюзенберга не смог возродить компанию отца, но подрастало новое поколение их клана, и 10 лет спустя за дело взялись внучатые племянники основателей компании, братья Харлан и Кеннет Дюзенберги. В 1976-м они организовали компанию Duesenberg Brothers, и к 1980 году с помощью дизайнера Роберта Питерсона появился концепт Duesenberg 2, в основу которого легло шасси Cadillac. Машина с колесной базой в 338 сантиметров приводилась в движение 7-литровым инжекторным V8 мощностью в 195 лошадиных сил. Дизайн вполне соответствовал духу конца 70-х. Автомобиль был похож на огромный чемодан на хромированных колесах с вертикальными фарами и прямыми линиями кузова. О том, что эта машина имеет отношение к классическим Дюзенбергам, должен был напоминать передний бампер, выполненный в форме галстука бабочки. Еще одно сходство со старыми моделями – это астрономическая цена, которая должна была составить не менее 100 тысяч долларов, то есть более 300 тысяч в современных деньгах. И это при том, что цена шасси первых моделей J 28 года составила бы сегодня лишь 121 тысячу. Эксперты отмечали явное несоответствие между запланированной ценой возрождаемого Дюзенберга и его потребительскими характеристиками. И, как и 10 лет назад, прототип так и остался прототипом.